Существуют воспоминания о прошлом, общие для всего человечества. В первую очередь, это воспоминания о всемирном потопе. Они есть у разных народов. Очевидно, описывается один и тот же момент всеобщей истории, связанной с гибелью цивилизации Атлантиды. Исходя из модели эволюции цивилизации, можно предположить, что выпускной класс, каждая цивилизация, закончившая процесс эволюции на Земле, отмечает свой уход каким-нибудь катаклизмом. Возможно, коллективная память человечества хранит и такие воспоминания. Помимо потопа, авторы книг типа «Апокалипсиса» часто описывают конец цивилизации в виде войны с бомбежками, обстрелами и горсткой выживших в подземных бомбоубежищах. Эти сюжеты встречаются у разных авторов. Например, древнейшими сооружениями на планете являются именно подземные тоннели, прикрытые сверху каменной кладкой из многотонных блоков, наподобие знаменитой Баальбекской веранды. Известно, что пирамиды построены как раз на таких массивных основаниях. Некоторые храмы и древние крепости, как, например, крепость Немрода в Израиле, построены на основании из массивных каменных блоков. Есть сообщения о медных котлах в Якутии, древнейших техногенных сооружениях, которые то появляются из-под земли, то снова скрываются под ней. Местные охотники, которые проникали в котлы, представляющие собой огромные металлические сферы, видели там трупы людей в скафандрах. Все побывавшие внутри котлов аборигены умерли от болезни, которая напоминала лучевую, возникающую от радиоактивного облучения. Существуют развалины древнего города Мохенджо-Даро, который располагался в дельте Ганга и был разрушен, по предположениям ученых, от ядерной бомбардировки. Группа ученых подготовила доклад в ЮНЕСКО о том, что 20 тысяч лет назад на планете произошла ядерная война. Доклад был сделан на основе обследования нескольких воронок, оставшихся предположительно после взрыва ядерных боеприпасов. Кроме потопа, память человечества хранит информацию о ядерной войне. Гибель цивилизации ванов, описанная в трактате Махабхарата. К коллективной памяти можно отнести и воспоминания о космических пришельцах. При этом облик пришельцев и области неба, откуда якобы прибыли пришельцы, разными народами описываются по-разному. Отсюда можно сделать вывод, что в древности Земля была крупным космическим космопортом, в котором пересекались пути космических экспедиций из разных миров. У народов разных стран мира существуют мифы и легенды о могущественных магах, обитавших на Земле в древности. Маги более поздних времен обладали гораздо меньшей магической силой и были учениками древних. Описываются и могущественные артефакты, созданные древними магами и, возможно, еще существующие в наше время. Возможно, что различные нехорошие места, описанные в фольклоре разных народов, являются следами древней магии. Маги в то время создавали заколдованные места и даже пространства. Маги делятся на виды в соответствии с 4 основными стихиями. Так, маги стихии воды замедляют скорость течения времени в локальной зоне пространства. Отсюда возможны легенды о спящих замках, в которых время течет гораздо медленнее, чем во внешнем мире. Поцелуй героя приводит обитателей сонного царства в зацепление с внешним миром и возвращает время в зоне к обычной скорости. Маги стихии воздух ускоряют время в локальном пространстве. Человек проводит в таком месте несколько часов и, выйдя оттуда, обнаруживает, что во внешнем мире прошло более 100 лет. Эффект Риппа ван Викля. Подобные легенды существуют у разных народов, так же, как и легенды о заколдованных спящих замках и спящих красавицах. Приведу один пример из нашего времени. Подводная лодка ВМФ США должна была произвести запуск баллистической ракеты из акватории Атлантического океана. В момент запуска ракеты произошел некий сбой. Исчезла связь с лодкой. Через несколько часов экипаж вышел на связь из акватории Индийского океана. То есть произошла телепортация субмарины между двумя удаленными друг от друга точками. Аналогия с филадельфийским экспериментом. Спасатели, прибывшие на лодку, обнаружили, что большая часть экипажа субмарины умерла от старости. Последним умер капитан, доставленный в военный госпиталь. Обследование показало износ организма, соответствующий биологическому возрасту 100 лет. Здесь неудачный запуск ракеты сработал по аналогии с заклинанием
стихии воздух. Маги стихии огонь связаны с энергией и настоящим временем. Они могут воспламенять объекты, пирокинез, и создавать свечение вокруг себя. Слово «святой» означает буквально «светящийся». Маги стихии земля уплотняют энергию в локальном объеме пространства. В результате происходит материализация мыслеформы. В пространстве этой стихии исполняются желания, происходит образование материи в форме пыли, вибути, или проявляются силовые аспекты духов, полтергейсты. Полтергейст – шумный дух, невидимая сила, воздействующая на материальные объекты. Иногда явление полтергейста сопровождается словами, исходящими прямо из пространства, а в некоторых случаях дух объясняется с помощью условного стука. Кроме 4 основных стихий, есть еще 2 дополнительные – жизнь и ее противоположность – смерть. Маги жизни являются естественными целителями. Они могут использовать жизненную энергию животных и растений для лечения заболеваний. В их присутствии улучшается настроение, растения расцветают, а люди и животные выздоравливают. Они могут создавать зоны жизни в виде некого волшебного сада, в котором любой человек чувствует себя лучше. Маги стихии смерть, некроманты, работают с мертвой материей и энергией умерших организмов. Они создают зону энергии смерти, в которой живые существа обесточиваются, а неживые обретают жизнеспособность. Следами их деятельности могут быть зоны смерти, в которых растения и животные часто умирают. Такие долины смерти, усеянные скелетами животных и умершими растениями, порождают легенды среди местного населения. Маги селятся поблизости от источников своих стихий. Так, для магов огня это вулканы, для магов воды океаны, для магов земли пещеры, для магов воздуха горы. Для магов жизни источниками энергии являются биоценозы, леса, степи, моря. Для магов смерти – кладбище. Легенды о древних магах и магии говорят, что способность, присущая богам, людям и демонам, дает возможность управлять миром с помощью слов. Существуют особые заклинания, написанные на языках древних народов. Сюда относят прежде всего язык расы драконов, а также нагов и гарут, которые, согласно преданиям, были учителями человечества. В легендах описываются волшебные палочки, посохи, талисманы, кольца и другие магические предметы. Большое значение в фольклоре, посвященном магии, имеют волшебные книги. Считается, что именно они являются источником силы магов. Но ни одна такая магическая книга не попала в какой-либо музей. В музеях нет и волшебных палочек, и посохов, как нет и работающих талисманов или колец. Однако несколько классов артефактов, описываемых как предметы, обладающие магическими свойствами, в музеях все-таки присутствуют. Крисы. Ритуальное оружие Явы и Индонезии. В отличие от японских катан, мечей, принадлежащих семье и хранящихся внутри рода, крисы имеют личное и индивидуальное назначение. Мифология приписывает этим кинжалам, мечам, сознание, разум и способность общаться с хозяином. Согласно преданию, крисы предупреждают хозяина об опасности, лечат и помогают ему в бою. Кузнецы, изготавливавшие крисы, принадлежали отдельной касте, внутри которой проводились специальные магические ритуалы. Социальный статус этих кузнецов выше статуса жрецов и священников. Традиционные японские мечи, катаны, являются хранителями духовного наследия рода. Некоторым таким мечам тоже приписывают магические свойства. Говорят, что Мурамаса Сенго был одним из величайших кузнецов древней Японии. Красота и сила его лезвий восхищали всю империю. Однако великий мечник хотел большего. Согласно легенде, он молился богам, чтобы его мечи стали великими разрушителями. Считается, что мастер вселял в свои мечи демонов, духов, овладевавших сознанием хозяев. Короны. Эти артефакты связывались с понятием власти и возможности управления. Некоторым древним коронам приписывались магические свойства. Например, короне венгерских королей. Скипетр и держава. Артефакты, сообщавшие хозяевам харизму силы и власти.
вместе с государственными мечами являлись собственностью нации, считаются достоянием государства и отождествляются с властью над данным государством. Трон – артефакт, который создает место, олицетворяющее центр, средоточие государства. Например, трон короля франков Карла I Шарлеманя. Трон изготовлен из простых каменных плит, причем некоторые из них несут на себе процарапанный рисунок квадратов, разбитых на клетки, наподобие игры в крестики-нолики. Оказывается, это каменные плиты с храмовой горы в Иерусалиме, место, где находился храм Соломона. Рисунки же нанесены римскими легионерами, коротавшими время в карауле, играя в кости и другие игры. Другой легендарной категорией артефактов, с которой связаны народные верования, являются мощи святых, нетленные тела или части тел, принадлежавших известным святым. В некоторых традициях, например, тибетской и христианской, таким мощам приписываются свойства защиты от темных сил и исцеления от болезней. В христианском мире были распространены мощевики – сосуды из драгоценных металлов и камней для хранения мощей святых, и реликварии – драгоценные сосуды для хранения религиозных святынь. Такие святыни, согласно легендам, обладают способностью защиты от воздействия сил зла и исцеления от различных болезней. Отдельную категорию составляют артефакты, которые, согласно преданиям, приносят богатство и избавляют от бесплодия, а также так называемого венца безбрачия. Сюда относятся чудодейственные иконы и статуи, которые надо потереть в определенном месте или к которым следует прижаться. Народные верования, коллективное сознание связаны и с существованием ведьм и колдунов, проводники сил зла, белых магов, проводники сил добра, живых мертвецов, упырей, вампиров, немертвых кровососов и энергетических вампиров. Люди верят в привидения леших, водяных, дымовых и других фольклорных персонажей. Можно сделать вывод о том, что человечество реально встречалось с этими существами или чем-то похожим, что послужило для них прототипом.